база находится, например, сделать переброску 500 десантников и, в общем, поменять власть в Ереване. Извините меня, пожалуйста. Если вдруг армянские избиратели сделают неправильный выбор, я бы, в общем, законопатил бы эту страну по полной, просто отключил бы абсолютно все. Российский пропагандист Сергей Мардан в эфире программы «Соловьев Лайв» публично призвал Кремль перебросить в Ереван 500 десантников с целью свержения прозападных властей Армении во главе с Николом Пашиняном. Он заявил, что в Армении есть российская военная база, которую тоже нужно использовать в этой связи. По словам Мардана, Армению следует законопатить по полной, отключить все возможные связи, выслать из России обладателей армянских паспортов и фактически уничтожить армянский бизнес. Он заявил, что если армянские избиратели сделают неправильный выбор, то у Москвы есть достаточно рычагов давления, включая военное присутствие на территории страны. В качестве альтернативы экономическому и миграционному давлению Мардан прямо предложил силовой сценарий – переброску военных и смену власти в Ереване. Подобные заявления выглядят не только откровенно агрессивными, но и демонстрируют реальные представления российской пропаганды о так называемом «союзничестве». Риторика о наказании целой страны за политический выбор неизбежно вызывает ассоциации с наиболее позорными эпизодами имперской политики прошлого. При этом сам Мардан, рассуждая о переброске 500 десантников, разумеется, не предполагает личного участия в подобных авантюрах, предпочитая оставаться в безопасности телевизионной студии, тогда как рисковать жизнями должны другие. На этом фоне все более отчетливо просматриваются план «Максимум» и план «Минимум» Москвы в отношении Армении. В максимальном варианте речь идет о возвращении страны под фактический внешний контроль через приход к власти лояльных Кремлю политических сил, замораживании мирного процесса, демонтаже демократических институтов, отказе от европейского курса и свертывании борьбы с коррупцией. В минимальном варианте задача заключается в том, чтобы провести в парламент собственных ставленников и занять не менее трети депутатских мест, что позволит блокировать конституционные изменения и парализовать ключевые реформы даже без полного захвата власти. В последние дни также фиксируется рост числа лиц, прибывающих в Армению из России, которые, по имеющейся информации, получили там избирательные взятки и направляются для голосования в поддержку партии Самвела Карапетяна. Правоохранительные органы Армении уже встречают таких прибывающих, часть из них задержана. По достоверным данным, у силовых структур имеются конкретные списки лиц, получивших избирательные взятки в России. Те, чья вина не может быть доказана в судебном порядке, будут немедленно направлены на 25-дневные учебные сборы. Таким образом, лица, прибывающие из России с целью незаконного влияния на выборы, либо понесут уголовную ответственность, либо будут изолированы от участия в голосовании на период кампании. Дополнительное подтверждение внешнего давления поступает из Гюмри, где местные жители сообщают о предвыборном принуждении сотрудников российской военной инфраструктуры. Граждан Армении, работающих на 102-й российской военной базе, убеждают голосовать против партии Никола Пашиняна под угрозой увольнения. Для многих сотрудников и предпринимателей, чей бизнес напрямую зависит от присутствия военных, эта база остается ключевым источником дохода, что делает подобное давление особенно чувствительным. Как сообщал «Кавказский узел», 102-я база играет значительную экономическую роль для города, и именно это используется как инструмент влияния. Гражданский сотрудник базы Хорен Геворгян, работающий в столовой, подтвердил, что ему настоятельно рекомендовали голосовать против Пашиняна. Эти факты в совокупности указывают на системную попытку вмешательства во внутренние политические процессы Армении с использованием как пропагандистских, так и административных и силовых рычагов. Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян назвал ошибочным шагом введение России ограничений на импорт армянской сельскохозяйственной продукции, подчеркнув, что подобные решения формируют негативное отношение к Евразийскому экономическому союзу внутри армянского общества. По его словам, как высокопоставленный представитель Армении в ЕАЭС, он считает происходящее проблемой, однако выразил уверенность, что все вопросы будут решены в рабочем порядке. Пашинян отметил, что фитосанитарные проблемы существуют лишь у отдельных компаний, и подобные случаи встречаются в любой стране, включая саму Россию. В целом же, по его оценке, система контроля качества в Армении находится на высоком уровне и продолжает совершенствоваться.
Говоря о новых ограничениях, премьер-министр указал, что в текущих условиях фитосанитарная тема приобретает политизированный характер. Он подчеркнул, что подобный подход может привести к формированию негативных настроений в армянском обществе не только в отношении ЕАЭС, но и в более широком контексте, в том числе повлиять на восприятие Армении со стороны европейских инвесторов. Пашинян заявил, что Армения придает большое значение вопросам качества и безопасности продукции, однако использование этих механизмов в политических целях вызывает обеспокоенность. На фоне введенных Россией ограничений на импорт ряда армянских товаров, глава правительства заявил, что в случае возникновения несправедливых барьеров для экспорта власти запустят программы государственной поддержки и субсидирования. Речь идет о компенсации убытков производителям и помощи в поиске новых рынков сбыта. Это заявление Пашинян сделал во время встречи с жителями поселка Лчашин Гегаркуникской области в рамках предвыборной кампании, подчеркнув, что правительство не допустит, чтобы экономика страны или конкретные хозяйствующие субъекты понесли необоснованный ущерб. При этом премьер-министр уточнил, что поддержка будет оказываться в тех случаях, когда препятствия для экспорта не связаны с качеством продукции. Он подчеркнул, что Армения не намерена поставлять на внешние рынки товары, не соответствующие стандартам, поскольку это противоречит государственным интересам и вопросу суверенитета. Вместе с тем, правительство готово помогать бизнесу модернизировать производство и доводить продукцию до новых стандартов качества. Пашинян сообщил, что Армения уже активно работает над освоением альтернативных экспортных направлений. По его словам, несколько бизнес-делегаций уже направлены за рубеж, а международные партнеры оперативно отреагировали на ситуацию, предложив конкретные варианты закупок армянских роз, фруктов и овощей. Он особо подчеркнул необходимость диверсификации экспортных рынков, отметив, что экономика страны не должна зависеть от одного направления. В качестве примера он привел формулу, согласно которой условные 100 тонн продукции должны экспортироваться не в одну страну, а распределяться между несколькими рынками, что и является основой экономической независимости. Премьер-министр также заявил, что даже если часть сельскохозяйственной продукции пострадает из-за внешних ограничений, государство готово компенсировать потери. По его словам, если продукция испортится, правительство возьмет на себя эти расходы, однако в стратегической перспективе такие меры приведут к росту производства и экспорта внутри страны. Отдельное внимание в публичной дискуссии привлек вопрос возможного завоза из России значительного числа граждан для участия в голосовании в поддержку партии Самвела Карапетяна. На фоне обеспокоенности гражданского общества по поводу увеличения числа авиарейсов из России, министр экономики Армении Геворг Папаян заявил, что не видит в этом проблемы. Он отметил, что, согласно опросам, значительная часть прибывающих проголосует за действующую власть, а кроме того, многие из них могут быть направлены на учебные военные сборы, после чего вернутся обратно в Россию. Эта позиция была подтверждена и в последующих заявлениях, где Папаян прямо отметил, что было бы целесообразно, если бы из 100 тысяч прибывающих 30-40 тысяч прошли учебные сборы, а затем вернулись, в частности, в Калугу. В публичном пространстве подобные заявления вызвали резонанс и стали предметом активных обсуждений. Таким образом, армяно-российское противостояние дошло до максимального пика, а до выборов в Армении осталось всего пара суток. Пишите ваше мнение в комментариях, а подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и Южного Кавказа.